Здравствуйте, товарищи офицеры, товарищи курсанты. У меня уже сложился такой цикл лекций в Центральной военно-морской библиотеке. Но сегодняшняя будет посвящена морскому генеральному штабу. Вообще, современной армии и флоте кажется, что штабная служба абсолютно необходимый элемент военной организации. Без нее ничего не может быть. На самом деле штабная служба довольно позднее явление, и тысячелетиями войска обходились без штабов. А в силу того, что управление было относительно простым делом, и оно укладывалось в голове самого полководца и немногих его подчиненных. В сухопутной армии служба штабов, похожая на современную, возникает в наполеоновское время. И Наполеон как раз был автором первого варианта организации штабной службы, потому что то, что называли штабом в XVIII веке, собственно, штабом толком не являлось. Это был полководец и несколько его помощников и адъютантов, которые вели делопроизводственную переписку. При армии могли быть какие-нибудь, один топограф, скажем, при армии, который хранил карты. Картами пользовалось только высшее командование, даже не то что полки, а и дивизии зачастую не имели карт и пользовались проводниками, что было вполне нормально, потому что в XVIII веке качество карт было таким, что, ориентироваться по ним так, как это принято сейчас, было абсолютно невозможно. На флоте все усугублялось еще и полным отрывом эскадры, которая уходила в море от связи с берегом, и, Нельсон, как командующий флотом, должен был принимать решения на месте. Известна история всем о его маневрировании перед Трафальгаром, когда он сходил в Карибское море, а потом вернулся к берегам Испании, где и встретил франко-испанский флот, но не имея при этом связи никакой с Британией. Если даже донесения какие-то могли отправляться, то они шли в одну сторону месяц и в другую сторону еще месяц. То есть практически флотоводцу нужно было принимать решения на месте. Распоряжения по эскадре могли отдаваться на совещании командиров кораблей в лучшем случае. Повторюсь, на суше с наполеоновских времен служба штабов начала развиваться, и уже к концу XIX века она имела большое прошлое за собой. Здесь Пруссия сыграла очень важную роль, потому что, в силу ряда обстоятельств, которые было бы излишне в данном случае рассматривать, Пруссия смогла создать образцовую службу генерального штаба сухопутного, и эта служба блестяще проявила себя во время Австро-Прусской войны 1866 года и Франко-Прусской войны 1870-71 года. Как раз под впечатлением этой немецкой штабной службы оказались, естественно, все сухопутные армии, начали пытаться воспроизводить в силу своих возможностей немецкие образцы. Но и моряки впервые заговорили в 70-е годы XIX века о необходимости полноценной штабной службы на флотах. По инерции этот вопрос практически всеми флотами был решен в отрицательном ключе. Только в Германии был создан морской генеральный штаб, и то, если мы почитаем воспоминания Тирпица и других немецких адмиралов, которые начинали службу в конце XIX века, то мы увидим, что они довольно скептически смотрели на место и роль штабов, продолжая считать, что головы флотоводца достаточно для того, чтобы управлять флот. В России был такой адмирал Лихачев, который в начале 80-х годов написал записку под названием «Служба морского генерального штаба во флоте». Эта записка осталась почти незамеченной, но ее прочитал Шестаков Иван Алексеевич, управляющий морским министерством, и наложил такую резолюцию, как мы будем учить латынь, не имея латинистов. Но он имел в виду, что у нас нет офицеров, которые были бы знакомы со штабной службой на флоте, поэтому мы не можем ее создать. Но тут видите, мне кажется, диалектическое такое сочетание. А как можно было научить офицеров штабной службе на флоте, не создав эту службу и не тренируя людей в области этой службы? Нельзя научиться ездить на велосипеде, глядя на велосипед. То есть нужно сесть и пытаться ехать на велосипеде.
А тут как-то вот задача была поставлена так немножко странно. Тем не менее, в 80-е годы Шестаков инициирует реорганизацию морского министерства, и появляется та структура, которую вы видите на экране. Это очень огрубленная такая структура, тут опущены все второстепенные моменты. Напомню, что в это время флотом руководил генерал-адмирал, это был брат Александра III, великий князь Алексей Александрович, который, к несчастью, флотом не интересовался, его интересовали коньяк и хорошие сигары, а также женщины. Это, конечно, прекрасно, но вот в качестве генерал-адмирала он был практически бесполезен. Шестаков очень сетовал на то, что ему все трын-трава. Это прям цитата из его дневников. Реально руководил министерством, управляющий морским министерством, в частности, вот Иван Алексеевич Шестаков до своей смерти в 1888 году. Именно Шестаков создал вот эту структуру, в которой главный морской штаб оставался, но главный морской штаб был создан при Николае I. Это была отдельная, такая очень любопытная история, потому что Николай I сознательно создал двоевластие не только в армии, но и на флоте в начале своего царствования. Он решал политические задачи, а также задачи борьбы с коррупцией. Это двоевластие для своего времени сыграло положительную, на мой взгляд, роль. Но вот от этой эпохи осталась такая структура под названием Главный морской штаб, которая одно время вообще подменила морское министерство, но при Шестакове была снова сведена к одному из подразделений морского министерства. И Главный морской штаб, по идее, занимался личным составом флота. То есть это было его главной задачей. Но при этом в его составе был создан военно-морской ученый отдел. Это был прообраз штабного органа, который должен был прежде всего аккумулировать разного рода информацию об иностранных флотах, большей частью полученную легальным путем. Еще нужно подчеркнуть, что разведка, конечно, существовала так или иначе всегда, но, во-первых, современная разведка началась только во время Первой мировой войны, и только в 20-е годы она приобрела более-менее современные формы. Но та же агентурная разведка связана это с развитием средств связи, потому что только с появлением радио агентурная разведка смогла действительно стать серьезным формой добычи информации. Когда радио не было, огромное время, которое тратилось на прохождение информации, обесценивало эту информацию, и нельзя сказать, что вот агентурная разведка прям играла серьезную роль до этого. Кроме того, был очень важен такой этический момент. Факта ведения нелегальной разведки очень стеснялись. И считалось, что офицер не может действовать какими-то тайными путями. Кстати, до Первой мировой войны существовало четкое разделение на разведчиков и шпионов. Разведчик — это тот, кто в военной форме своей армии пробирается там в тыл противника и что-то высматривает. И если он попадал в плен, с ним обращались как с военнопленным. А шпион — это тот, кто переодевается во вражескую форму или в гражданскую одежду и тайно разведывает. Вот его нужно было расстрелять, если его захватывали в плен, потому что считалось, что он делает нечто незаконное. Поэтому любые формы нелегальной разведки вызывали такое моральное осуждение. То есть, безусловно, этим занимались, но старались очень тщательно заметать под ковер всю такую деятельность, даже для себя. То есть, собственно, гордиться тем, что ты разведчик, было не положено 150 лет назад. И военно-морской ученый отдел, кроме того, что аккумулировал информацию об иностранных флотах, он должен был также собирать географические сведения о театрах боевых действий и предлагать какие-то варианты боевых действий, но никакой системы подготовки планов войны на море в это время не существовало. Хотя, с другой стороны, уже существовала военно-морская игра, но и в 1903 году была проведена такая игра на темы будущей войны с Японией, но это довольно мифологизированная история, потому что можно прочитать кое-где, что якобы вообще весь ход войны с Японией был предсказан во время этой военно-морской игры, и что якобы, если бы русское военно-морское начальство прислушалось бы к результатам этой игры, то война пошла бы по-другому. Но все это на самом деле не так. Действительно, кое-какие проблемы эта игра выявила, но проблемы довольно очевидные. Проблема того, что Порт-Артур является изолированной военно-морской базой, что связь Порт-Артура и Владивостока через Корейский пролив затруднена. Но можно подумать, что, посмотрев на карту, это было не очевидно. То есть, для этого не нужна была военно-морская игра, чтобы этот вывод сделать. Кроме того, в министерстве, возвращаясь к этой структуре, была еще одна специфическая особенность организации. Очень быстрый был технический прогресс.
и очень много непроверенных технических решений, и очень много сумасшедших изобретателей, а с другой стороны жуликов, которые пытались продать разного рода непроверенные изобретения военным, ну, потому что это очень большие деньги. И военно-морской технический комитет должен был, коллегиальный орган, который должен был оценивать разного рода технические изобретения для того, чтобы дать им правильную оценку, отделить годное от негодного, определиться, что нам нужно, чего нам не нужно, следить заодно за развитием военно-морской техники в других странах. Ну, а нужно честно сказать, что военно-морская техника развивалась преимущественно в Великобритании, ну, в какой-то степени во Франции и Германии. Россия в этом смысле не была в передовиках, и нам было чему поучиться и что позаимствовать. Но при этом морской технический комитет не отвечал за результаты своей деятельности, то есть он мог рекомендовать внедрить ту или иную систему или новый механизм, но при этом внедрять должен был не он. А вот Главное управление кораблестроения и снабжения отвечало и за кораблестроение, и за снабжение, и оно должно было все это внедрять. В результате у нас получилась своеобразная история, когда корабль, заложенный и начатый строительством, несколько раз мог переделываться довольно радикально, потому что в какой-то момент морскому техническому комитету приходила в голову идея, что нужно внедрить там что-то новое, а уже для этого нужно было разломать половину уже построенного. Ну и если морской министр решал, что это правильно, то все это и процесс запускался. В итоге стоимость, конечно, кораблей была довольно высокая, но с другой стороны моряки получали корабли, примерно соответствовавшие тому, чего они хотели. И потом после русско-японской войны будет целая дискуссия, вот правильно так строить корабли или неправильно. Ну и вот эти колебания между жестким выдерживанием сроков и сокращением стоимости кораблей и, с одной стороны, и получение кораблей, которые нужны флоту, но более дорогие и за больший срок, это вот колебание так до сих пор продолжается. И вот этот спор промышленности и флота о том, как нужно строить те или иные вещи. Но вот эта структура была вполне адекватна для 80-х, начала 90-х годов, когда флот был количественно небольшим, но к концу 19 века он значительно увеличился, он вышел на 3-е место в мире. В нем было уже свыше 20 одних броненосцев, то есть кораблей первого ранга, самых крупных, самых боеспособных, как считалось, кораблей. Было уже больше сотни миноносцев, и, конечно, управление этим флотом усложнилось, назрели определенные проблемы, которые были очень жестоко вскрыты русско-японской войной. Здесь нужно понимать, что, конечно, проигравший всегда виноват. То есть, безусловно, поражение в войне является диагнозом, является признаком неблагополучия в стране, которая потерпела поражение. И никакие словесные маневры здесь не могут вот отменить этот факт. У нас эти есть сейчас такие оригиналы и чудаки, которые пытаются объявить русско-японскую войну чуть ли не победой Российской империи. Этого делать не стоит, потому что, конечно, мы можем с вами объявить победой все, что угодно. Но вопрос тогда о том, что мы выводы какие-то, наверное, не сделаем. Поражение в русско-японской войне и резкая критика русского морского министерства привела к некоторому перегибу и перекосу в том, что вообще все объявлялось неправильным, все объявлялось абсолютно неработоспособным, весь личный состав объявлялся непригодным, и публицистики на эту тему было сколько угодно в 1905-1906 году, хотя не было интернета, но хватало газет и журналов. Конечно, мы не должны впадать в такое преувеличение, и нужно поэтому аккуратно читать документы современников, потому что молодые офицеры, которые были сильно травмированы поражением в русско-японской войне, которые хотели все сделать хорошо и правильно, они нападали довольно резко на старых адмиралов, которые довели нас до такого позора, считали, что они-то как раз знают, что и как надо делать, и зачастую пытались очень радикально решать некоторые вопросы. Возникло такое шутливое определение «молодотурки генерального штаба». Я напомню, что в 1908 году в Турции произошла революция, военный переворот, осуществленный группой офицеров, которые получили название «молодотурки». И это словечко завирусилось, и у нас на флоте возникла группа офицеров с шутливым прозвищем «молодотурки генерального штаба». А молодотурки были ребята решительные, которые не останавливались перед расстрелами своих политических противников. Вот эти наши молодотурки генерального штаба тоже были очень решительные и радикальные. Кстати, среди них были все знакомые вам фамилии.
Там был и Александр Васильевич Колчак среди младотурков Генерального штаба, и Альтфатер, который стал первым командующим Красным флотом, ну и целый ряд других. То есть, собственно говоря, все наши вот известные люди, которые потом пришли к руководству флотом после революции, они все вышли из младотурок Генерального штаба. Причем флотом как белым, так и красным. Это все была одна компания. И далеко не всегда они были правы в своих резко критических высказываниях. Но, тем не менее, к 1909 году структура морского министерства приобрела вот такой характер. Главный морской штаб остался, но он уже теперь стал почти исключительно отделом личного состава, хотя в 1917 году он был и переименован в отдел личного состава флота, лишившись своего пышного названия «Главный морской штаб». И был создан морской генеральный штаб, совершенно новая структура, ну, на базе военно-морского ученого отдела. Здесь большую роль сыграл такой лейтенант Щеглов, который в 1906 году написал, ну, еще в 1905, на самом деле, году он написал служебную записку о создании морского генерального штаба, которую он смог успешно продвинуть. Ну, потому что элемент бюрократической интриги всегда присутствует в любой системе управления. И очень важно вовремя представить соответствующий доклад влиятельным людям в руководстве, которые могут сделать так, чтобы этот доклад был реализован. Соответственно, Щеглову это удалось, и Щеглов потом считал себя отцом морского генерального штаба. Он там боролся за это звание. Историки признали, да, что действительно он стал формальным инициатором, хотя на самом деле идея, в общем-то, витала в воздухе. И чтобы потом не возвращаться к этому вопросу, наконец-то разделили Главное управление кораблестроения и Главное морское хозяйственное управление, то есть разделили снабжение и кораблестроение. И морской технический комитет был упразднен, его структуры были влиты в Главное управление кораблестроения, и теперь вот один орган отвечал и за научно-техническую экспертизу, и за само по себе кораблестроение. И возник заказчик. То есть возник, наконец, орган, который должен был формулировать требования к боевым кораблям, и этим органом стал морской генеральный штаб. То есть здесь стала, ну, такая понятная система, когда морской генеральный штаб говорил, что нам нужно, а Главное управление кораблестроения уже пыталось построить вот то, что заказал морской генеральный штаб. А Главное морское хозяйственное управление, оно занималось закупками угля, масла, там, краски, заказом снарядов, пушек уже по утвержденным чертежам, так сказать, и занималось чисто хозяйственными вопросами. Вот структура морского генерального штаба была похожа на современные штабные структуры. Здесь было 3 оперативные части, по географическому принципу разделенные. Первая оперативная часть — Балтийское и Северные моря, вторая — Черное и Южные моря, третья — Тихий океан и Восточные моря. Вот Каспийское море входило в ведение второй оперативной части, Северное море и Северный Ледовитый океан в первую. Но у нас на Белом море не было военно-морских сил в это время, и скорее под Северными морями понимались проблемы борьбы против флотов Северной Европы, там, ну, не только Скандинавии и Германии, но и Англия сюда же относилась. Для второй оперативной части, понятно, главным вероятным противником была Османская империя, ну, и средиземноморские страны, и, соответственно, третья оперативная часть была заточена под противоборство с Японией, ну, и в какой-то степени Китаем, хотя Китай в это время флота почти лишился и выпал, так сказать, из сферы внимания моряков. Любопытны были другие подразделения. Организационно-тактическая часть должна была разрабатывать боевые уставы и разрабатывать формы организации флота. Кстати, тоже это может показаться странным, но до русско-японской войны не существовало типовых соединений кораблей. То есть предполагалось, что эскадра состоит из какого-то количества броненосцев, крейсеров, миноносцев, ну, которые собраны в этом месте. И дальше она может разделяться на какие-то части, ну, в зависимости от конкретной задачи. И не было, скажем, термина «бригада» или «дивизия» применительно к флоту, был термин «отряд». То есть, ну, произвольное количество кораблей вот под командованием одного начальника. А уже накануне Первой мировой войны возникает мысль о том, что линейные корабли должны быть объединены в бригады по 4 единицы, 2 бригады в дивизию из 8 единиц. При этой дивизии должна быть бригада линейных крейсеров из 4 единиц. При ней же должна быть бригада легких крейсеров там, из 8, предположим, единиц для нужд разведки.
и какое-то количество бригад миноносцев, ну, там порядка 36, 3 бригады по 12 миноносцев для того, чтобы вот это вот сочетание будет гармоничным по представлению офицеров морского генерального штаба того времени. И предполагалось, что мы должны заказывать корабли сериями. То есть, ну, линкоры не меньше, чем по 4, миноносцы, там, скажем, не меньше, чем по 12, чтобы они были строго одинаковыми, со строго одинаковыми характеристиками, чтобы они могли совместно маневрировать, потому что если у них будет скорость разная, ну, понятное дело, они вместе маневрировать не смогут. И они должны иметь еще и соотношение определенных качеств между собой, то есть, скажем, линейные крейсера быстрее, чем линкоры, там, легкие крейсера быстрее, чем линейные крейсера, эсминцы быстрее, чем легкие крейсера. В принципе, эту идею немцы первыми начали разрабатывать. Еще в конце 90-х годов 19 века немцы начали строительство своего флота такими сериями. Ну, правда, они считали, что броненосцы надо по 5 штук строить, и тактическим подразделением броненосцев будет, точнее, соединением, правильно сказать, будет 5 броненосцев. Но это уже детали. Была версия, что по 3 броненосца нужно строить. Во всяком случае, утвердилась мысль о том, что корабли надо строить не по одному, а сериями, которые одновременно будут тактическими единицами. И вот организационно-тактическая часть должна была все это придумать. И, кстати, вот из новаций русско-японской войны, которые в России были изобретены, это идея залповой стрельбы эсминцев. Когда одинокий эсминец стрелял одиночной торпедой по противнику, надеясь попасть, а когда, скажем, 4 эсминца стреляли, ну, одним залпом, там, 16 торпедами, которые должны были идти по пересекающим траекториям, и таким образом, что противник не мог уклониться от этих торпед, и всяко какая-то торпеда бы попала во вражеские корабли. Вот это все как раз придумывала организационно-тактическая часть, потом все это должно было опробоваться во время летних маневров, утверждаться и, значит, дальше запускаться уже в организационную структуру флота. Статистическая часть — это как раз стыдливо названный орган военной разведки. Специально для того, чтобы никто не мог заподозрить, что вот мы, не дай бог, собираем статистику, ну, просто статистику собираем, там, ну, мало ли, там, газеты, справочники. На самом деле этот орган занимался военно-морской разведкой, и наши военно-морские агенты, как назывались военно-морские атташе, в те времена были главными деятелями военно-морской разведки, но кроме того предпринимались и отдельные разведывательные такие операции. Например, наш военно-морской агент Скандинавии в какой-то момент купил яхту и на этой яхте следил за летними маневрами немецкого флота в Северном море. Ну, мне довелось найти документ об этом в военно-морском архиве, это немножко безумный эпизод, когда капитан первого ранга Кербер, который был офицером морского генерального штаба, а вот в момент этой командировки в 2012 году он командовал линейным кораблем. Он ушел в отпуск, поехал при этом в Италию. Из Италии на пароходе он проехал вдоль Адриатического побережья Австро-Венгрии и фиксировал, ну, поскольку там не были разделены торговые и военные порты, он фиксировал наличие береговых там каких-то укреплений, орудий, противоторпедных сетей, военных кораблей. Там, передвигаясь в поезде, он беседовал с какими-то попутчиками, которые ему рассказывали о том, что происходят какие-то рядовые местные жители, что происходит там частичная мобилизация, об этом там все знали. Ну, потому что это трудно было скрыть, значит, в связи с Первой Балканской войной. При этом Кербер, сам вы будете смеяться, выехал под своей фамилией и со своим российским паспортом настоящим. Но поскольку фамилия у него была немецкая, он говорил, что он финн, капитан торгового парохода. То есть это маскировка уровня бог. И вот так выглядела разведка в 1912 году. Дальше у него там был еще один тайный агент, с которым он встречался, но который ему не понравился. Он какую-то чушь там, в общем, ему писал. И Кербер решил, что это не ценная информация. То есть ничего, знаете, похожего там на «17 мгновений весны»
в 1912 году не было. Ну, впрочем, в 1945 году ничего похожего на «17 мгновений весны» тоже не было, между нами говоря. Но в целом вот то, как мы представляем себе нелегальную разведку по детективам и кино, ну, этого близко не существовало накануне Первой мировой войны. Вот чуть-чуть в Первую мировую войну такие вещи начали появляться. Кстати, о нашей разведке мы знаем очень плохо, потому что в феврале 1918 года были сожжены основные документы русской военно-морской разведки, потому что морские офицеры боялись, что большевики на самом деле немецкие агенты. Они все немцам отдадут. И сохранился акт о сожжении большого массива разведывательных документов во дворе Адмиралтейства в феврале 1918 года. Но кое-какие ошметки остались. И вот эта деятельность, она концентрировалась в статистической части морского генерального штаба. Военно-морская историческая часть должна была анализировать опыт последней войны, ну и она целиком работала на опыт русско-японской войны, конечно. Там были забыты все остальные военные конфликты, которые были до этого. И вот эта историческая часть работала над историей русско-японской войны. Канцелярия занималась организацией переписки. Органы эти были малочисленными. Я бы сказал, что в оперативных частях служило от 3 до 5 офицеров. В исторической части служило когда 2, когда 3, там редко когда 4 офицера. И в целом весь морской генеральный штаб укладывался примерно в 25-30 офицеров. Причем есть сложность в том, что до 1909 года он существовал нелегально, потому что Государственная Дума, которая должна была ассигновать средства, в том числе на военные расходы, она очень жестко третировала флот. Флот называли Цусимским ведомством, требовали плана радикальных реформ. И в знак недоверия флоту Дума отказывалась вотировать новый бюджет военно-морского ведомства. Но поскольку существовала оговорка такая в законодательстве, что если новый бюджет не принят, то работает бюджет прошлого года, то флот так и жил по бюджету прошлого года, но новые структуры нельзя было создавать. Поэтому фактически морской генеральный штаб существовал с 1906 года, но офицеры, которые в нем служили, формально числились в других подразделениях морского ведомства, потому что с точки зрения документов морского генерального штаба не было. И официально он появился только в 1909 бюджетном году впервые, поэтому существуют в литературе разные даты создания морского генерального штаба, но правильная дата 6-й год, потому что фактически он начал работу с 6-го года. Конечно, любая бюрократическая структура, она остается бездушной бюрократической структурой. И тут надо отметить, что моя кандидатская диссертация и докторская посвящена системам управления русским флотом в период после русско-японской войны. Собственно, это ровно вот то, о чем я писал. Поэтому эти вещи я знаю неплохо. У меня сложилось впечатление, что самые красивые схемы, самые вот такие прекрасно выглядящие на бумаге четкие структуры, они могут очень плохо работать по той причине, что личный состав подобран так себе. С другой стороны, самые, казалось бы, странные организационные структуры могут работать хорошо, потому что в них подобраны компетентные и умеющие взаимодействовать люди. Кстати, вот тоже интересный факт. Английский флот, казалось бы, сильнейший флот в мире накануне Первой мировой войны, образцовый, потому что, можно вот спорить, английский или немецкий флот, там, был более образцово организован, вооружен, там, понятно, что точно второе место он занимал. В английском флоте до 1912 года не было морского генерального штаба. И только адмирал Фишер, знаменитый реформатор британского флота, смог наконец-то продавить создание морского генерального штаба в Великобритании. И, наконец-то, у английского флота появилось что-то похожее на план первых операций в будущей войне. А до 2012 года считалось, что это, всякие там сухопутные крысы типа русских, немцев и французов имеют морской генеральный штаб, а англичанам он не нужен, потому что зачем? Это при Нельсоне его не было. И это не помешало английскому флоту быть самым крупным и самым сильным флотом в мире. Поэтому, когда мы говорим о каких-то приоритетах, о каких-то каком-то отставании, мы должны понимать, что вопрос этот сложный. Вот здесь вот представлены морские миссии. Да, в 1906 году Алексей Александрович был отстранен от руководства флотом, в 2009 году он умер. И поэтому у нас восстановилась привычная структура, когда морской министр возглавлял морское министерство. Но вот эти вот 3 человека были морскими министрами в описываемый период.
И обычно помнят Григоровича Ивана Константиновича, действительно выдающийся деятель. Но видите, он не был флотоводцем ни в коем случае, он был, я бы сказал, выдающимся военно-морским бюрократом. Он смог просидеть на своем посту 6 лет, что было абсолютным рекордом для министров последних лет последнего царствования, когда Николай II менял их бесконечно. И Григорович смог и усидеть на своем месте, и при этом отстаивать интересы флота. Это сложная проблема, это непросто, но ему это удалось. Но тут ему облегчало задачу то, что Николай II искренне любил флот. Вот у нас было два императора, которые искренне любили флот и воду в целом. Это Петр I и Николай II. Одному удалось построить мощный флот, а другому не удалось. Поэтому одной любви, видимо, недостаточно для этого. Но Николай действительно выделял на развитие флота после русско-японской войны непропорционально большие деньги, но я бы сказал, недопустимо большие деньги для той финансовой ситуации, в которой находилась Россия. Это было, безусловно, приятно морякам, и, безусловно, любое ведомство, оно борется за увеличение финансирования себя до бесконечности. Это нормальный бюрократический процесс. Но с точки зрения общегосударственной, все-таки я боюсь, что здесь был перекос. Но Григорович умело пользовался этой ситуацией и выбивал для флота все, что можно было. Диков, кстати, был неплохим морским министром. Он, кстати, участвовал в обороне Севастополя еще, будучи юнкером, еще не будучи совсем юным человеком. Но к моменту своего назначения морским министром он был уже весьма пожилым, таким усталым человеком. Он физически бы-то не выдержал этого ритма. Ушел в отставку, но Воеводский, раз был неудачным назначением, он мало, как бы сказать, мало пользы принес флоту. И прямо видно, вот сравнивая с Диковым и Григоровичем, насколько он, ну, как бы сказать, хуже разбирался в том, чем он занимался. Ну, а начальниками морского генерального штаба были в это время тоже 3 человека, все яркие и такие, ну, более яркие, может быть, даже, чем морские министры. Первым из них был Лев Алексеевич Брусилов, родной брат генерала Брусилова, который Брусиловский прорыв. И Брусилов был как раз таким типичным вожаком младотурок генерального штаба, человек довольно необузданный, то есть местами там почитаешь его служебные записки, прямо непонятно, как он после этих записок оставался на своем посту. То есть там просто вещи, граничащие с оскорблениями прямых начальников. Такой был человек горячий и неосторожный. Но в конце концов он и был отправлен в отставку в 2008 году за неуживчивый характер. Но он смог создать морской генеральный штаб, подобрать действительно выдающийся состав молодых офицеров, значительной частью моложе 30 лет, ну там они все были плюс-минус 30 лет. Кстати, на всякий случай имейте в виду, что у нас офицерских чинов было чуть меньше тогда, чем сейчас, и было всего 4 чина: мичман, лейтенант, капитан 2-го ранга и капитан 1-го ранга. И лейтенантами служили обычно 10-12 лет, то есть мичманом около 3 лет после выпуска и дальше 10-12 лет лейтенантами. Поэтому лейтенант мог быть очень опытным и послужившим офицером, покомандовавшим небольшими кораблями. То есть это не современный лейтенант, который, в общем, только-только получил свой диплом и только-только закончил военное училище. Поэтому не надо удивляться, что лейтенанты занимали ответственные посты в морском генеральном штабе. Ему на смену пришел Эбергард Андрей Августович. Эбергард, кстати говоря, был знаменит тем, что он выиграл самый, может быть, интересный артиллерийский бой в Первую мировую войну. Это бой у мыса Сарыч во главе эскадры Черноморского флота против немецкого броненосного крейсера Гебен. И добились, действительно прекрасно маневрировал, все сделал правильно, но был снят потом в угоду назначению Колчака, командующим Черноморским флотом. Возможно, обидели Эбергарда и зря. Но и на посту начальника морского генерального штаба он тоже был неплох и такой твердой рукой, правильным курсом управлял этим органом. Ну и, наконец, Ливен, еще один выдающийся наш военно-морской начальник, но ему не повезло. Он умер от инфаркта в 1914 году, прямо накануне Первой мировой войны. Так бы, может быть, если бы он остался жив, он, возможно, смог бы немножко повлиять на те метания организационные, которые случились в годы Первой мировой войны у нас с морским управлением, но ему это не удалось. И с объявлением мобилизации у нас началась, можно сказать, чехарда, потому что не только в России, но и в других странах не был никак продуман вопрос взаимодействия армии и флота. Армия и флот должны были вести войны на разных планетах.
То есть не было нигде никаких органов, которые бы координировали их усилия, ну, кроме Австро-Венгрии. Вот в Австро-Венгрии было единое военно-морское министерство, в котором была и армия, и флот, потому что австро-венгерский флот был не очень большой. Но если мы возьмем Великобританию, Францию, Германию, Россию, то здесь не существовало органов координации. Предполагалось, что верховный главнокомандующий будет командовать сухопутными фронтами и флотами. А как будут взаимодействовать, ну, скажем, Балтийский флот и Северо-Западный фронт, который примыкал флангом к Балтийскому морю, оставалось не очень понятно. Теоретически назначались офицеры связи. Морской в штаб сухопутного фронта и сухопутный в штаб флота. Но у них не было никакого канала связи, ну, кроме вот общего пользования. И как они должны были там взаимодействовать, было не очень понятно. Но поэтому возникла такая идея создать приставки военно-морское управление. И эта идея, ну, это все было замешано еще на всякого рода личные интриги и борьбу за влияние, но в конце концов такой орган был создан, и его возглавляли вот два человека последовательно: адмирал Русин и капитан первого ранга, потом контр-адмирал Альтфатер, который потом станет в советское время первым командующим Красным флотом. Но и с подчинением флотов тоже была неразбериха, потому что Балтийский флот в какой-то момент подчинялся Северному фронту, который был выделен из Северо-Западного в 1915 году. А в какой-то момент он подчинялся напрямую военно-морскому управлению Ставки. Черноморский флот должен был с Румынским фронтом взаимодействовать и Кавказским, что еще больше затрудняло проблему управления. Было нельзя подчинить его ни Румынскому, ни Кавказскому фронту. Поэтому Черноморский флот все время и оставался в подчинении военно-морского управления при Ставке, но при этом проседало взаимодействие с фронтами. Ну и, собственно, я бы сказал, что даже и во время Великой Отечественной войны проблему координации морской и сухопутных сил не решили как-то идеальным образом. То есть пробовали разные варианты, но, насколько я понимаю, не удалось нащупать какого-то вот оптимального варианта этого взаимодействия. При этом морской генеральный штаб оказался отодвинут на задний план. В его видении остался только Тихий океан и планы войны на Тихом океане, ну, которые, естественно, приобрели академический характер, потому что в ходе Первой мировой войны Тихий океан оказался тыловым районом. Офицеры морского генерального штаба в значительной степени были использованы либо в штабах флотов, либо в военно-морском управлении при Ставке. Ну и раз сейчас говорил о командующих флотами, то назову несколько имен людей, которых вы, конечно, прекрасно знаете. Нам повезло: в начале войны командующим Балтийским флотом был Николай Оттович фон Эссен, выдающийся, безусловно, военно-морской деятель, но вот умерший от воспаления легких в 15 году. После него там не очень удачно командовал флотом Канин, но в конце концов вот Непенин оказался командующим. Тоже был неплохой командующий, но он был убит во время февральской революции, потому что он немножко, как бы сказать, заигрался в политические игры. И он попытался оттянуть объявление об отречении Николая II. В итоге матросы узнали об этом помимо командующего через радистов, и у них сложилось впечатление, что Непенин плетет какой-то монархический заговор. Ну и Колчак, наверное, самая спорная фигура из командующих флотами, потому что, с одной стороны, существует очень большая реклама Колчака. У меня ощущение складывается, кстати, что такое вот высокая оценка Колчака связана с фотогеничностью его лица. Но сравните вот Эссена, Непенина и Колчака. Кто будет кумиром девушек? Конечно, Колчак. Ни Непенин, ни Эссен на кумира девушек как-то не тянут. И на экране Хабенский вот Колчака сыграл, значит, а вот Эссена или Непенина он бы вряд ли мог сыграть. Действительно, Колчака очень сильно двинули вперед. Он, кстати, был контр-адмиралом всего 3 месяца. Это абсолютный рекорд за всю историю русского флота, чтобы человека из контр-адмиралов произвели в вице-адмирала через 3 месяца пребывания в чине. Он сменил Эбергарда, который вполне адекватно командовал Черноморским флотом, ну и сменил его с прицелом на десантную операцию в Босфоре. Ну и есть вот поклонники Колчака любят говорить о том, что уж Колчак-то уж, конечно, если бы не революция, высадился бы в Босфоре. А вопрос возникает: а что дальше? Ну, высадился бы он. Наши союзники англо-французские высадились в Дарданеллах в 15 году, и что? Год кровавой мясорубки и эвакуация из зоны проливов. На каком основании мы решили, что русским войскам удалось бы
успех этот развить после высадки. Нет, высадились бы, конечно, это плацдарм мы захватили, а дальше я очень сильно сомневаюсь в том, чтобы можно было этот плацдарм развить там, в глубину и захватить зону пролива. Ну и потом Колчак проявил себя как очень слабый политический деятель, который провалил руководство той белой группировкой, во главе которой он оказался, но зато приобрел романтический ореол. Ну и вот, на мой взгляд, его роль и как военно-морского начальника, и тем более как политика, она очень сильно раздута, но это не снимает его заслуг как полярного исследователя. Полярным исследователем был, конечно, выдающимся. Но вот как командующий флотом он себя не проявил, ну а как руководитель белой группировки он полностью провалился. И, подводя итоги деятельности морского генерального штаба, нужно сказать, что его создание было своевременным шагом. Морской генеральный штаб существенно улучшил и сбор разведывательной информации, и военно-исторические исследования, и подготовку планов первых операций на различных морских театрах для боевых действий, и, может быть, главной его заслугой стала разработка судостроительной программы 1912 года. Но, опять же, оставим за скобками вопрос экономической подъемности этой программы для страны, но это не тот вопрос, который должен был решать морской генеральный штаб. Морскому генеральному штабу поставили задачу сделать большую программу, он ее сделал. А на какие деньги, какими средствами она будет реализовываться, это был уже вопрос не морского генерального штаба, то есть свою часть работы он сделал хорошо. Ему действительно удалось Брусилову, потом Эбергарду, потом Ливину собрать в составе морского генерального штаба действительно выдающихся молодых флотских интеллектуалов, которые создали интеллектуальную среду, в которой действительно рождались разного рода светлые мысли. И работа морского генерального штаба была вполне эффективна, вполне адекватна тем задачам, которые перед ним ставились. И в целом в этом смысле подготовка России к Первой мировой войне выглядит гораздо более осознанной и более разумной, чем подготовка России к русско-японской войне. Ну и, наверное, нужно пожалеть о том, что морской генеральный штаб не был создан, скажем, в 1900 или каком-нибудь 1896 году. И перед русско-японской войной у нас этого органа не было. Но спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить.